Водолеи, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами смотрим ваш второй прогноз на апрель 2024 года. Анализируем предстоящие события, делаем выводы, ну и, конечно же, планируем месяц совместно. Но перед этим я хочу поблагодарить вас за вашу активность, ваши подписки, лайки, комментарии, за ваши донаты и спонсорство. Все это помогает развитию канала. Ну и я, в свою очередь, буду стараться вас баловать новыми колодами, новыми магическими инструментами, чтобы они радовали ваш глаз. Итак, мы с вами приступаем. Основные энергии месяца: работа, финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Что же у вас здесь? Итак, основные энергии месяца. У вас здесь ложится король чаш. Прекрасная карта, которая говорит о радостных эмоциях, о зоне комфорта, о благосостоянии, о ситуации, когда вы довольны собой, гордитесь собой. Потому что король чаш — это, знаете, как некая эмоциональная удовлетворенность теми событиями, которые происходят вокруг вас, и теми действиями, которые вы совершаете. Опять же, у кого-то может быть знакомство с мужчиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы. Для некоторых из вас это будут вопросы и аспекты грамотной терапии с психологом. В любом случае, этот месяц для вас будет начинаться с позитивной ноты. Раскрываю колоду, смотрю, о чем идет речь. Здесь у нас ложится аркан Дурак. Новый путь, новая возможность. Итак, для кого-то в прямом смысле слова новое знакомство. Неважно, какого оно характера, личного, делового, социального, но потому что этот человек даст вам новый этап в вашей жизни. Но и если это касается просто каких-то внутренних изменений, то это, допустим, взаимодействие с психологом, или, может быть, самостоятельно вы будете углубляться в аспекты психологии или эзотерики и, так сказать, найти свой путь и новые эмоции, новую радость и ощущение жизни. Вопросы работы, реализации и карьеры. Здесь у вас ложится паж чаш. Карта радости, одержимости, влюбленности в свое дело, потому что вы здесь будете получать невероятно эмоциональный процесс удовлетворения того, чем вы занимаетесь, как вы это реализуете, как вы это раскрываете. То есть, как это бы странно ни прозвучало, но ситуация, когда вы ощущаете себя нужными, значимыми, и ваше дело действительно является востребованным. Смотрим, как будет звучать этот аркан для каждого из вас. Для тех, кто на данном этапе у нас не работает и работать не может. То есть, допустим, пенсионеры, домохозяйки, неработающие студенты. Здесь у нас ложится двойка мечей, голова дом советов. Даже если вы не можете посвятить себе любимым должное количество времени на какие-то свои хобби, увлечения, и знаете, голова как дом советов, то есть много бытовых аспектов, обязательств, задач, но в любом случае вы в этом находите удовлетворение, эмоциональное наслаждение. Здесь, так сказать, максимум, что может быть, это какое-то хобби, увлечение, которым вы будете интересоваться. Но аспекта работы или поиска какой-то деятельности здесь на повестке дня не будет. Для тех, кто у нас соискатель, паж чаш и десятка чаш. Отыграться для вас может в двух аспектах. Первое, это вы можете полностью реализовать себя в семье, погрузиться, так сказать, быть на попечении у своих близких, но при этом получать эмоциональное воодушевление, потому что, смотрите, дно колоды у вас здесь туз чаш. И, возможно, вашей основной работой будет семья, и, как знать, для кого-то это рождение ребенка. А для всех остальных это может быть с подачи помощи ваших близких, это найти дело по душе или дело вашей жизни и, конечно, себя реализовать на этом поприще. Для тех, кто у нас является наемным сотрудником, паж чаш и туз монет. Это действительно прорыв. Это как новая вакансия, так увеличение дохода. Бонусы, премии, надбавки, индексация заработной платы. То есть вы понимаете, что здесь ситуация идет в рост, идет в плюс. И обратите внимание на прорисовку данного аркана. Тут несколько побегов, да, из одного ростка. Это говорит о том, что помимо основного источника доходов и деятельности у вас может быть хобби, подработка, которая приносит вам дополнительную монетизацию, дополнительный доход. То есть однозначно вы здесь будете довольны тем фактом, что у вас будет здесь материальное подспорье. Для тех же, кто у нас владеет собственным делом, девятка мечей. Это переживания и страхи
относительно того, как воспримет общество, социум, ваши конкуренты, допустим, новую группу товаров или новый сервис, новый подход к работе. Потому что, видите, здесь сотни глаз. Это в какой-то степени может быть боязнь очутиться в центре внимания или услышать какую-то негативную критику на свою деятельность. Но вы можете здесь быть спокойны. Если вы открываете новое дело, новое предприятие, то в любом случае вы здесь получаете позитивные отзывы. И в целом, если просто вы думали о том, чтобы начать новое дело, во что-то новое инвестировать и переживали, стоит или не стоит, то, как показывают арканы, новое дело, новое направление вас действительно воодушевит, и более того, вы в этом будете видеть финансовый потенциал. Так, что же здесь у нас по деньгам? Девятка жезлов. С одной стороны, не является финансовой картой или картой каких-то огромных доходов, но есть одно но. Деньги, которые приходят не просто, так сказать, тернистым путем, но здесь вы финансово защищены, потому что девятка жезлов — это есть база, есть на что опереться, и вы чувствуете себя так или иначе все-таки с какой-то финансовой подушкой безопасности. Поэтому здесь нельзя сказать, что все будет в финансовом аспекте плохо. Вопросы здоровья. А вот семерка жезлов вас призывает больше к физической активности, к режиму дня, к новым физическим нагрузкам и, самое главное, к вопросам укрепления вашего иммунитета. У кого-то, возможно, посредством закаливания, у кого-то здесь устранение дефицитов макро- и микроэлементов по рекомендации врача. Но в любом случае это, знаете, ситуация, где вам нужно проработать некие профилактические меры, чтобы, так сказать, во всеоружии впоследствии встретить лето. И личная жизнь. Здесь у вас ложится королева монет. Аркан, который зачастую для большинства может быть сигнификатором укрепления семьи или обретения нового статуса, то есть быть женатым или выйти замуж, или аспекты материнства. И еще, конечно же, сам по себе аркан может показывать влияние женщины земной стихии, телец, дева или козерог, на событийный ряд вашей личной жизни. Смотрим, как он будет отыгрываться для каждого из вас. Итак, для тех, кто на данном этапе у нас свободен. Здесь королева монет и двойка монет. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Почему? Потому что на повестке дня вас попытаться здесь с кем-то свести, но это, знаете, какая такая позиция, не моего поля ягода. Это не значит, что человек будет хуже, он, наоборот, может быть выше по социальному уровню, но, так сказать, со своими тараканами в голове. И вы будете для себя примерять эту роль и думать, нужно ли вам это, справитесь ли вы со всем этим. Ну и в целом, каковы у этого могут быть перспективы у такого рода взаимоотношений. Если вы у нас в любовных треугольниках, то здесь, как мы видим, королева монет и семерка мечей. Уж простите, это вопросы краденого счастья. То есть это в прямом смысле слова, хотя я понимаю, это прозвучит глупо, и нельзя, так сказать, увести человека из семьи. То есть люди, так сказать, не теленок, да, нельзя кого-то увести на поводке. Только, возможно, под каким-то под принуждением магии, под вопросами подавления воли. Но семерка мечей, видите, это красть чужие яйца, красть чужую стабильность, чужую семью. То есть, иными словами, вы можете действительно здесь ради своего нового социального статуса кого-то уводить из отношений. Если вы в стабильных союзах, что здесь? Королева монет и колесо фортуны. Процветание, новые возможности, опять же, новый статус, потому что колесо фортуны — это вот как удача, обозначить, запущен механизм, пришло время, часы протикали, допустим, состояться в роли супруга, супруги или в роли родителей. То есть здесь на самом деле у вас все в позитивном ключе. Ну и, конечно же, вопросы совместного не то чтобы обогащения, а вопросов и планов на будущее, что даст вам в дальнейшем финансовую стабильность. Совет. У вас даже на совет здесь ложится десятка монет. Видите, под прицелом вопроса семьи. Поэтому акцент на проработку гештальтов прошлого, на закрытие для кого-то родовых травм, родовых блоков, на укрепление отношений с близкими, на создание семьи или укрепление отношений, на вопросы продолжения рода, ну и, конечно же, на финансовую стабильность и задел на будущее. Посмотрите, какой у вас насыщенный и значимый месяц. Смотрим с вами неожиданность периода. Что же здесь по факту? Что у вас здесь? Так. У вас ложатся арканы стратегия, поддержка и сила. То есть здесь четко проработанный план, который вы продумали заранее, который
вы сможете реализовать при чьей-то поддержке. И, конечно же, укрепить свои силы, добиться результатов, так сказать, поставить новые рекорды, добиться цели, зайти на пьедестал. Поэтому месяц на самом деле очень продуктивный. Стратегия на самом деле это ваше все, поэтому водолей, действуйте, вам здесь и карты в руки, и энергии месяца этому благоволят. Закрываю вам все исключительно в положительном ключе, в положительных аспектах. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте обратную связь, как отозвалась, отыгралась информация, ну и какие события, в принципе, за этот период произошли. Буду вам признательна за коммуникацию, за вашу активность и поддержку канала. Благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь и до новых встреч.